Привет, мои милые друзья и уважаемые зрители канала! В этом видео я хочу вместе с вами испечь пирожки с печенью из слоеного теста. Впрочем, на мой взгляд, такая выпечка вряд ли может полноценно называться пирожки. Скорее, это булочки или слойки, а может даже конвертики из слоеного теста с печенью. Думаю, это невероятно вкусно. Вам обязательно должны понравиться такие слоеные пирожки. Или булочки. А может, конвертики? Нет, все-таки слойки. Из дрожжевого теста. Иногда, когда хочется чего-то вкусненького, я сталкиваюсь с непростым выбором. Что же приготовить из слоеного теста? Если вы используете этот рецепт, то приготовить на домашней кухне такую выпечку будет довольно просто. Сделайте турецкое сдобное дрожжевое слоеное тесто буквально за какой-то час, а потом создайте этот шедевр – румяные, мягкие, одновременно хрустящие слоеные пирожки или булочки. Ну как, вы готовы? Для рецепта нам понадобится отварная печень, это может быть и свиная печень, и говяжья, и даже куриная, или печень кролика. Первым делом ее надо отварить. Лучше это делать большим куском. В таком случае все мясные соки останутся внутри. Начинка из печени получится ароматной и очень вкусной. Я опускаю сырую, хорошо промытую печень в кипящую воду. Высокая температура денатурирует белок печени снаружи и таким образом будто запечатывает мясные соки внутри. Время варки зависит от возраста животного. Покупайте печень светлого, розово-красного оттенка. Именно такой цвет имеет печень молодого животного. Если же используете куриную или кроличью, то ее нужно лишь слегка обжарить на подсолнечном масле, и этого будет вполне достаточно. Я сначала нарежу охлажденную отварную печень, а затем с помощью мясорубки превращу ее в своеобразный печеночный фарш. Теперь займемся луком. Репчатый лук, обжаренный на растительном масле до золотисто-карамельного цвета, лучший партнер для печени в качестве начинки для пирожков, пирогов и слоек. Если есть такая возможность, используйте несколько видов лука для жарки. В этом случае вкус начинки из печени будет еще более богатым. Сколько лука следует использовать, если вы готовите начинки из печени для пирожков? Скажу так. Вкусная начинка – это уже половина успеха удачной выпечки, в том числе и пирожков или пирогов из слоеного дрожжевого теста. А чтобы она была действительно вкусной, придерживайтесь пропорции 2 к 1. На 2 части печени используйте 1 часть лука. У меня здесь 1 кг печени, поэтому я использую полкилограмма репчатого лука. Попробуйте начинку из печени на вкус. Она будет даже слегка сладковатой. Если вам нравится более мягкий вкус печеночной начинки, можете увеличить количество лука, используя пропорцию 3 к 2. 3 части печени, 2 части лука. Чтобы подчеркнуть достоинство этой богатой начинки, я добавляю черный молотый перец, кориандр и мягкое сливочное масло. Если нужно, слегка солю по вкусу. Это все. Для турецкого слоеного дрожжевого теста, которое я использую в этом рецепте, в качестве начинки подойдет не только печень. Из этого теста получается несладкая слоеная выпечка, поэтому можно приготовить и пирожки с потрохами, и с капустой, и с яблоками, домашние слойки с картошкой и печенью, слоеные конвертики с куриной печенью, пирожки с мясом и рисом из слоеного теста. В общем, любые дрожжевые пирожки с начинкой, которые можно испечь в духовке. Начинка из печени с луком для пирожков готова. Приступим к формовке нашей будущей выпечки. Здесь я использую турецкое сдобное дрожжевое слоеное тесто. Как его приготовить, вы можете узнать, посмотрев видеорецепт по ссылке, которую я оставлю в описании. Такое слоеное тесто очень легко приготовить. Оно быстро выбраживается, не липнет к рукам. Из этого сдобного дрожжевого слоеного теста можно сделать великолепную выпечку. Дрожжевые булочки, слойки с разной начинкой, слоеные дрожжевые пироги и пирожки. Выбирайте, что вам больше нравится. Как правильно заворачивать слойки? Тесто раскатайте в пласт, смажьте его мягким сливочным маслом, сверните в рулет и нарежьте на небольшие рулетики, как это сделала я.
Раскатайте каждый рулетик с помощью скалки, положите начинку из печени и слегка защипните края. Наши слойки с печенкой готовы. Теперь отправим их на расстойку в теплое место, примерно на 40 минут. Как только они увеличатся в размере в 2 раза, поверхность следует смазать яично-молочной водой. Возьмите 1 яичный желток, добавьте 2-3 столовые ложки теплого молока и с помощью кисточки смажьте каждый пирожок или слоеную булочку. Оставьте противень с будущей выпечкой из турецкого слоеного дрожжевого теста на открытом воздухе еще на 10 минут, чтобы поверхность сдобы подсохла. В этом случае корочка получится блестящей и глянцевой в процессе выпекания. Все, пора отправлять в духовку. Время выпечки 20-25 минут. Ах, какие аппетитные и румяные получились слоечки с печенью, просто загляденье. С пылу с жару, пора заваривать горячий вкусный чай с лимоном и можно дегустировать. Такие пирожки или конвертики с печенью из турецкого теста можно без труда приготовить на домашней кухне. Это очень аппетитная и вкусная выпечка. Ссылку на подробный рецепт вы найдете в описании к этому видео. А у меня пока на этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Скажу больше, количество подписчиков очень важно для моего канала. К сожалению, большинство зрителей, которые нас смотрят, не подписаны на канал.
В настоящее время видео создается на нашем энтузиазме. Оно не монетизируется, поскольку правила YouTube значительно ограничили наши возможности монетизации. Поэтому у меня к вам, уважаемые зрители, большая просьба. Чтобы канал мог существовать и приносить вам пользу, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Спасибо за просмотр, надеюсь, скоро увидимся.